I'm going to start the recording, and I'm just going to announce in Russian what we're doing, and then we're going to say Serenity Prayer. Всем привет! Сегодня 30 октября 2018 года, это собрание анонимных компульсивных передачах. Сегодня у нас спикер Присцилла. И давайте, пожалуйста, начнем нашу встречу с молитвой о душевном покое. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. So that was the Serenity Prayer, and now the floor is yours, Prисcilla. All right. First, I really want to thank you very much, Tatiana, for asking me to do this. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо Татьяне за то, что она попросила меня это сделать. Я Татьяна, кстати, не представилась. Now, this gives me an opportunity to carry the message, which is part of 12-step work, which is a vital part of my own recovery. Это дает мне возможность нести эту весть, распространять эти идеи, что является жизненно важной частью моей собственной работы по 12-му шагу и моего собственного выздоровления. So the way that I have been taught and the way that I understand doing what we call a speaker qualification is to share what my experience was like in the illness of compulsive eating, first of all. Как меня научили делиться своим опытом, делать это спикерски, что сначала я рассказываю о том, как проходила моя болезнь, как это было раньше. And what it was like, what that experience was like for me. И что я чувствовала, то есть как для меня это все происходило. And the purpose of doing that is for anyone perhaps might be new to, I think your fellowship's name is Compulsive Eaters Anonymous, correct? Yeah. И зачем все это я делаю? Это для того, чтобы новым членам анонимных компульсивных переедающих to help the person who is new to listen to that story and see if it seems to fit for them as well. To be able to answer for ourselves, do I have this thing called compulsive eating? Чтобы новичок пришел, послушал, чтобы вы услышали эту историю и решили для себя, то есть действительно, есть ли у меня эта болезнь, компульсивное переедание. Because many of us come to a 12-step fellowship having some sense that something is abnormal, but we really can't quite see exactly what the real problem is. Потому что многие из нас приходят в 12-шаговое сообщество с каким-то таким смутным пониманием, что что-то не то, но мы часто очень вообще запутаны, то есть в чем тут что это именно такое, что вообще происходит, собственно говоря. Yeah, we find it most effective to be able to determine in our own hearts, to be convinced inside of our own hearts as to whether or not this is the problem that we have. И мы обнаружили, что наиболее полезно это когда мы сами в глубине души, в глубине своего сердца решаем, что да, это действительно та проблема, которая у меня есть. Yeah. So, one moment. So, as compulsive eaters, actually our behavior patterns vary. So, everything that I might say might not necessarily apply to you in terms of my particular behaviors. И как компульсивные переедающие у нас иногда отличаются немного наше поведение. И то, что я скажу, может быть, не обязательно все будет к вам применимо. Right. But the thing of it is that what was most helpful for us to do is to be listening for what makes us similar. Но наиболее полезно это делать это слушать и находить вещи, которые нас объединяют, которые мы похожие делаем. Okay. So for me, I
cannot literally remember a time in my life that I was not thinking about food and when do I get to eat. И у меня не было такого, я вот не помню, для меня лично я не помню такого дня в моей жизни с самого раннего детства, чтобы я не думала о еде и когда же я буду в следующий раз кушать. Мгм. And this, literally from the time that I can remember, you know, breathing and being a living human being, there was just this sense of, I really would just like to be eating something. И с тех пор я помню, вот как я родилась, как я стала живым, дышащим человеком. Я всегда думала, хорошо бы мне чего-нибудь поесть сейчас. Мгм. Yeah. So that was going to be a little bit of a challenge, and it's not because my family didn't have the means to provide food. It's just that my parents, trying to be good parents, were a little bit concerned about how much I was constantly wanting to be putting something in my mouth. И это явно предвещало какую-то беду, потому что мои родители, не то что у нас не было денег на еду, но у них, они, будучи хорошими родителями, они очень рано как бы озаботились тем, почему это я все время что-то хочу в рот засунуть. Мгм. So I did not come into this world having a desire to control my eating. I just wanted to enjoy it. То есть я в этот мир не пришла с таким желанием контролировать еду, у меня было только желание ей наслаждаться. Мгм. Yeah, I would have the experience of seeing that the neighborhood kids would have all kinds of really yummy snack foods in their house, and those weren't in my house. И у меня, ну, в моем, как бы, в районе, да, у других детей я вижу, у них там разная там вкусная еда какая-то у них в доме, и эта еда была не в моем доме. Мгм. So I did a lot of like hoping if I just happened to show up around lunchtime or you know, we were there and their parents were giving them snacks, I just really was fingers crossed behind my back. My gosh, I hope they offer me some food because it's so embarrassing to have to ask. И я все время, у меня была такая все время надежда, что если я вдруг как бы случайно во время обеда появлюсь в их доме, то, может быть, их родители будут им как раз раздавать вот эти вот какие-то вкусняшки, и, может быть, мне тоже предложат. То есть мне не хотелось спрашивать, но я все время надеялась, что вот в определенный момент это случится. Мгм. And for me, this was normal. I didn't know that it didn't even occur to me to wonder if I was different from other people. Для меня это было абсолютно нормально, я даже мне в голову не приходило, что я как-то отличалась от других людей. Мгм. I did notice, however, that my parents were getting a little bit upset with me, a little bit tense and seemed concerned and sometimes angry that I had this constant, you know, to the refrigerator, to the cabinet, and trying to sneak food, essentially. И мои родители, я вот что я действительно замечала, это то, что мои родители как-то озаботились этим, они иногда злились на то, что у меня постоянно было желание какое-то то у холодильника ошиваться, то в шкафах, там, в кухонных рыться, все время что-то, как быть в каких-то поисках еды. Мгм. Yeah. So naturally, I have had and have like favorite foods, but frankly, if my favorite thing wasn't available, or if something really, you know, sweet or whatever wasn't available, vegetables would be fine, right? И у меня были, конечно, определенные еда, которая мне нравилась. Но если не было каких-то там вкусняшек, сладкого чего-то, то я и овощами могла поесть. Это ничего страшного. Мгм. One of the other things that I did notice was other little girls and whether or not they looked to be pretty, whether or not they looked to be thin or fat. And I did a lot of comparing myself to how other little girls looked. И я еще очень много сравнивала себя с другими девочками, то есть были ли они более худыми, более толстыми. Меня это тоже очень рано начало заботиться. And again, to me, this was normal. It's not like I ever talked to anybody about it. This was just present in my mind, kind of constantly. И для меня это тоже не то, чтобы это было... Я особо ни с кем об этом не говорила, да, но в моей голове это всегда присутствовало, постоянно это присутствовало. Мгм. Yeah.
And there were times when I would make some unkind comments, thoughtless comments to other girls. If I thought perhaps they were fat, I might say something. If I thought perhaps they were too thin, i.e. skinny, I would say something. Иногда я какие-то делала злобные замечания, какие-то недобрые другим девочкам, если я думала, что они слишком толстые или слишком худые. Мгм. Yeah, and then of course, if their feelings were hurt and they let me know that, or they were just plain upset with me, I would get my feelings hurt and wonder why it was that they could be so mean to me. А потом они мне тоже что-нибудь говорили в ответ, если я их обижала. И они мне что-то такое как бы злобное говорили в ответ. И я тоже обижалась на них. Мгм. It's kind of hard to make friends when what you're really thinking about is just your own self constantly. Вообще очень сложно заводить друзей, когда все, о чем ты думаешь, это ты сама все время. Мгм. Yep. One of the other things that I also experienced as time went on and I got to be in my early teens is that I really loved a rainy day. Just let the sky be cloudy. И один из, когда я уже достигла такого более подросткового возраста, я очень любила облачные дни, то есть когда было пасмурно, когда небо было затянуто облаками. Мгм. When I got, of course, into my teenage years, it seemed to become more apparent to me that in order to be attractive to the opposite sex, since I'm heterosexual, right, that I was going to need to look differently than the way that I thought I looked. И для меня становилось все более и более очевидно, чтобы быть привлекательным противоположному полу, мне нужно выглядеть как-то по-другому, не так, как я выгляжу. Мгм. So one of the challenges, though, is that I really couldn't tolerate putting myself on a diet where I was going to restrict my food intake. That was really uncomfortable for me. Проблема была в том, что я не могла никак на какие-то диеты садиться. То есть диеты для меня были очень-очень некомфортной вещью. Мгм. Yeah, because it was pretty well explained to me, not only in my family, but in the outside world and in school, that if you ate too much, you were obviously going to get fat. Потому что мне этого очевидно объясняли и родители, и друзья, и вообще, когда читаешь там газеты, телевизор, что если ты слишком много ешь, то ты будешь слишком толстый. Мгм. Yeah. So here I have this information that I understand, that eating too much equals getting fat. И вот у меня есть эта информация. Значит, слишком много есть равняется будешь толстой. Мгм. But having that knowledge didn't give me the sufficient drive to eat differently and exercise. Но вот это знание того, что я буду слишком толстая, оно не давало мне достаточной мотивации, чтобы лучше есть или заниматься спортом. Мгм. So what would happen is that kind of like the sensation I would get is I would have almost like an angel on one shoulder telling me the good things and a little devil on the other shoulder telling me bad things. И это было похоже на то, что на одном плече у меня сидит такой ангел и говорит мне хорошие вещи, а на другом плече сидит дьявол и говорит мне какие-то плохие вещи. Мгм. And these two would be like a constant battle. И эти двое были в постоянной какой-то войне между друг с другом. Мгм. One might imagine it's a little hard to do particularly well in school when you're constantly listening to a little angel and a little devil having a little fight on your shoulders all the day long. И как вы можете себе представить, то достаточно сложно учиться в школе, когда у тебя там постоянно в голове идет какая-то борьба между ангелом и дьяволом. Мгм. Yeah. So, I would, during the school day, of course, you only have access to so much food. And when I was in
like grade school, what we call elementary school over here, there would be a lunch time and maybe a snack time, but that was about it. И в школе было как бы у нас, ну, естественно, ограниченное количество еды, то есть не было доступа к какому-то бесконечному количеству еды. То есть был обед, было время полдник, и все, и больше ничего не было. So then my favorite thing became to come home after school, run home to see the favorite television program, accompanied by snacking in front of the television set. И моим любимым занятием стало прибежать домой быстрее после школы, сесть перед телевизором, начинать смотреть любимую свою передачу и есть разные там вкусняшки, какие-то закуски. Yeah, so snacking, of course, I could put that word in quotation marks. That was the word that the only word that I had for what I was doing was that I was snacking. И вот это такое слово есть в английском snacking, это как, ну, как бы закусывать, то есть, ну, чем-то таким перекусить. И вот это вот перекусывание, это было единственным термином, который я могла как бы назвать то, что я делала, да, то есть это перекусывание в больших количествах. And I would get a lot of information from my family saying, you're going to ruin your appetite. You need to not be eating all of the time because you need to eat your dinner, your vegetables. И моя семья мне все время типа начала замечать, типа ты перебьешь себе аппетит, тебе нужно подготовиться к ужину, то есть ничего не ешь перед ужином, тебе нужно есть овощи. It's very important to eat a healthy diet. Очень-очень важно есть здоровую диету. Yeah, we want to make sure that you grow up to be healthy and strong and not be sick. Мы хотим, чтобы ты была здоровой, сильной, а не больной и как бы толстой. Yep, want to make sure that you have good, strong, healthy bones and teeth, for God's sake. И мы хотим, чтобы у тебя были там сильные кости, здоровые зубы и так далее. То есть, And I heard what they were saying, but it might as well have been like blah, 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 blah. И я как бы слышала, что они говорят, но это все как бы все равно, чтобы они говорили бла-бла-бла-бла-бла-бла. So, in other words, I could not implement really good, sound, logical, helpful advice. Или другими словами, я не могла никак применить вот этот хороший, как бы с хорошими намерениями, вот эти вот добрые, доброжелательные советы. Okay, so I might start out then, perhaps. Well, let me jump forward a little bit. So I get through my teenage years and all of the usual turbulence that you have with that. То есть я немного перескочу вперед, то есть прошли мои подростковые годы, и вся вот эта вот драма, которая происходит, когда ты подросток. And then I got into my early 20s, and that, I guess when I got out into the work world and had more opportunities to, I don't know, I guess be like more and more concerned about what men thought of me. И когда уже мне было 20 с чем-то лет, я начала работать, и я уже стала действительно как бы переживать за то, что обо мне думают мужчины. I started to have more what I thought were good reasons to try and control what I was eating. И я начала пытаться как бы применять различные способы контролировать свою еду. So when I could get enough mental energy behind the goal of losing weight, there were things that I would try out of my own head, my own best ideas, and I could manage that decision for a little while, and lo and behold, yes, I would lose weight. И я начала как бы изучать разные вещи и применять какие-то вот
именно мыслительный какой-то процесс, какие-то идеи к тому, чтобы контролировать и управлять своей едой. И эти вещи, они работали, и я худела на какое-то время. Мгм. So what I'm describing to you is the way that my mental obsession with my body, what that was like. It was well, it was just kind of I'm making it's the shape of a ball with my hands. It was a big kind of a thing. Мгм. И я пытаюсь вам описать вот эту вот одержимость своим телом, то есть насколько у меня было большое количество вот этого постоянное навязчивое мышление об этом. Она говорит, я вот развожу свои руки, как бы представляю такое, как огромный-огромный шар. То есть это было очень-очень большое место занимало у меня в голове. Мгм. You know, it never really occurred to me that there are people in this world that wake up in the morning and they're not thinking about whether they look like a supermodel. Мне даже никогда я не думала, что есть люди в этом мире, которые просыпаются с утра и не думают о том, как бы мне выглядеть как супермодель. Мгм. So what would happen if I was losing weight? Of course, I would get on the scale every morning, roughly the same time, completely naked, and after going to the bathroom and before getting wet in the shower to get my, let's call it dry weight. И утром, то есть когда я худела, я каждое утро вставала на весы. То есть сначала в туалет, голая совершенно, встаешь на весы до того, как пойдешь в душ, чтобы вот этот вот как бы сухой остаток, да, веса получить. Мгм. And if I get on that scale and that number went down even half a pound, I was absolutely elated. You couldn't get a better feeling than that, according to me. И когда я вставала на эти весы, и если вес мой снизился даже на 200 грамм, у меня просто было вот такое счастье, ни с чем не сравнимое счастье. Мгм. What would happen, though, over time, and it's hard to really pinpoint the exact moment when it would happen, but somehow or another, I would just find that I would start eating in a way that I had just made the decision wasn't good. What do you mean made a decision? Well, it's hard to explain. This is the part, that queer mental blank spot that you get. It's hard to explain. I see. И в какой-то момент я сама как бы этого вообще не замечала. Как же это так происходило, что в какой-то момент я начинала есть так, что для меня, ну, каким-то способом, который для меня вреден, то есть или количество, которые для меня вредны. Мгм. So right now I'm trying to call to mind, you know, when exactly would it have been that I would just start eating in a way that would take me back up the scale, you know? Мгм. И сейчас я пытаюсь вспомнить, когда это, как это так начиналось, что я начинала так есть, что мой вес опять начинал ползти вверх. Мгм. Yeah, it really is hard to describe that. Now, as I'm sitting here, like actually thinking about what was that like, it's hard for me to even draw the experience, that strange place where it's like a light switch that turns off and on. Мгм. И сейчас я пытаюсь вспомнить, то есть как это вот так происходило, и даже сложно вообще это понять, как будто кто-то вдруг бац и выключил свет, и все, и значит, дни хорошего питания вдруг закончились. Мгм. I can tell you, though, for sure, I have had the experience of having many different sizes of clothing hanging in my closet. Одно я могу сказать, что у меня в шкафу висели самые разнообразные размеры одежды. Мгм. So, and then of course I would have to keep them because I really couldn't afford to actually replace the wardrobe. I had to
keep them because I could never count on when I was going to need the fat clothes or the skinny clothes. И мне приходилось их держать, то есть я не могла их выбрасывать, потому что было непонятно, когда мне нужна будет худая одежда, когда толстая одежда. Мгм. So, eventually, what I found, though, is I would notice that if I was in a pattern of losing weight, I would be looking at myself in the mirror a lot, or going past a store on the street and they have a window and I'd be looking at my reflection. Ну, в конечном итоге, то есть как это получалось? Когда я худела, то я на себя постоянно смотрела в зеркало. Там, то я смотрюсь на себя в зеркало дома, то я прохожу мимо, может быть, магазина, витрины, я смотрюсь туда. Вот, то есть это очень много времени занимало. Мгм. On the other hand, if I was going back up on the scale, the very last thing I really wanted to look in was the mirror, and I would avoid looking at my reflection as I would walk past store windows. Мгм. А когда я была толстела, наоборот, в эти периоды я избегала вообще смотреть в зеркала и отворачивалась в сторону, если шла мимо какой-нибудь витрины в магазине. Мгм. Yeah. So there was just about probably no way that I really would have been able on my own to really honestly believe that there was an illness called compulsive eating. И все это время, да, то есть как бы невозможно было бы поверить, да, мне кажется, я не смогла бы поверить, что есть такая болезнь, компульсивное переедание. Мгм. I knew that I was sad or distressed or angry most of the time. Я знала, что у меня постоянно была грусть или какая-то депрессия или злоба большинство времени, да. Мгм. And someone in my family suggested that maybe psychotherapy would be very helpful for me. И члены моей семьи, кто-то из членов предложил, что, возможно, мне нужна психотерапия. Мгм. And they made it sound as though I would be a very special and very brave person if I were to go into therapy. И они так это сказали, что как будто бы я была бы очень таким особенным, таким уникальным и смелым человеком, если бы я пошла к психотерапевту. Yeah, and that really actually appealed to my ego, to tell you the truth. Let me just think of myself as brave and better than other people. И моей гордыне это очень понравилось. Я думаю, да, все, я буду самой такой особенной и более смелой, чем другие люди. Мгм. And so, of course, I tried therapy and I read a lot of self-help books. И, конечно же, я попробовала психотерапию, и я прочитала очень большое количество книг по самопомощи. And I gained a lot of knowledge about something that we used to call the dysfunctional family. И я изучила очень-очень много, я получила очень много знаний о том, что называется дисфункциональная семья. Мгм. Which is great, because if I don't have to really look at me and I can look at other people and put the blame on them, that's just perfect. И это было прекрасно, потому что мне не нужно было смотреть на себя, я просто могла кого-то в этом всем обвинить, да, это же все семья, и все, это вообще было классно. Мгм. Okay. So from my therapist, I heard about 12-step fellowships. И от моего психотерапевта я узнала о том, что называлось 12-шаговыми программами, содружествами. Мгм. Yeah. And she thought that perhaps I might find some support there. И она думала, что, возможно, я там смогу найти некую поддержку. Мгм. So, mind you, one day I'm
doing what I'm good at, reading books. И в один прекрасный день сижу, я читаю, сижу, я делаю то, что у меня хорошо получается, читаю книжки. Мгм. It's summertime. I'm sitting outside under a big, glorious oak tree. Такой прекрасный летний день, я сижу на улице под большим дубом. Мгм. And I'm reading one of these self-help books that has a self-assessment kind of questionnaire in the back of the book. И я читаю одну из книжек вот этих вот по самопомощи, в которой в конце есть такой как бы опросник, список вопросов. Диагностируй себя сам. Мгм. Yeah, and one of the questionnaires that they had in there was to determine whether or not you had an eating disorder. И одна из этих анкет там была, ее как бы смысл был в том, чтобы определить, нет ли у тебя расстройства пищевого поведения. Мгм. And there were questions in there that were clearly to help you see if you were anorexic. Clearly, there was other questions, are you bulimic? And then there was this sort of middle ground called compulsive overeating. И там были такие очень четкие вопросы, то есть являешься ли ты анорексиком, потом были четкие вопросы, являешься ты булимиком, потом было такое нечто посередине, являешься ли ты компульсивным переедающим. Мгм. Yeah, and I couldn't answer any questions about anorexia. I couldn't answer any questions about bulimia, at least the kind where you purge. But I answered all of the questions yes about this compulsive overeating. И я ни одного вопроса не смогла ответить про анорексию, ни одного вопроса про булимию. Это тот вид булимии, когда человек вызывает рвоту. Но я ответила «да» на каждый из вопросов по компульсивному перееданию. Мгм. And I was so mad that I had this thing that didn't even have a sexy name, like anorexia or bulimia. You mean I'm just a pig? Я, говорит, так разозлилась, что у меня нет какой-то такой крутой болезни с крутым названием, типа анорексия или булимия, а я просто как ем как свинья, то есть я просто как свинья. Мгм. Good grief. Типа, ну вот, приехали. So, oh my goodness. I have to laugh at myself. It's just like, oh my goodness, what kind of head do I have? Да, типа, какое у меня вообще мышление, черт побери. Вообще непонятно, что такое. Мгм. So now what does one do about a such thing as this? И тогда встал вопрос, ну и что же с этой вот фигней делать теперь? Мгм. Mm-hmm. So I heard about this 12-step fellowship called Overeaters Anonymous. Я услышала об этом вот 12-шаговом сообществе, которое называлось «Анонимные переедающие». Мгм. And somebody handed me a printed meeting list. И кто-то мне дал список собраний, напечатанный на бумажке. Мгм. And so I started to go to these, what we today call face-to-face meetings. They didn't have phone meetings back then. И я начала ходить на собрания, на живые. Тогда у них телефонных собраний еще не было. То есть я ходила на личные собрания. Мгм. And I was actually much relieved to find that there were other people that ate the way that I ate. И мне очень принесло большое облегчение, когда я узнала, что есть люди, которые едят так же, как я. Мгм. But I was not too happy to see that you could still be there and be fat. Но мне вообще не нравилось как бы тот факт, что можно ходить на эти собрания и все равно оставаться толстой. Мгм. But mind you, I have a very sensitive ego, and my number one goal in life at the time was to be thin. И вообще, как бы минуточка, но у меня очень чувствительное эго, и моя главная цель номер один в жизни была быть худой. Мгм. And these folks actually very gently got me to consider that just because I might be looking at them now at 300 pounds, maybe I didn't know them when they were 600 pounds. И эти люди мне так ненавязчиво намекнули, что даже если ты сейчас смотришь на нас, и я вешу 150 килограмм, но ты не видела меня, когда я весила 300 килограмм. Мгм. So that
sort of helped a little bit. Это немного, в общем, помогло. I very much enjoyed being a member of a fellowship. Мне очень оказывало поддержку, мне это очень нравилось, быть членом какого-то содружества. And I very much enjoyed when we would read this particular book. The title is called Alcoholics Anonymous. И мне очень нравилось, когда мы читали вот одну из книг, она называлась «Анонимные алкоголики». There was something in that book about spirituality and the way that that God is written about in there that I found very appealing. И в этой книге писалось о духовности и о Боге таким образом, который, мне это как-то вот импонировало очень. And so I would get like this sort of like a warm and kind of fuzzy feeling whenever we would read it or talk about it. И каждый раз, когда мы ее читали или ее обсуждали, у меня такое какая-то теплота такая внутри возникала. But going to meetings was a very enjoyable experience. At the same time, I would have to say I was still compulsively eating. И несмотря на то, что ходить на эти собрания, это было очень такое приятное занятие, я все равно компульсивно ела. And the very first time that I actually read the 12 steps, the way they're listed in the book, I got really angry. И первый раз вообще, когда я прочитала список 12 шагов, как они написаны в книге, я очень сильно разозлилась. Because after all, what in the heck does this have to do with how I'm going to stop stuffing my face? Потому что какое это вообще имеет отношение к тому, как я перестану себе набивать живот. How am I ever going to learn how to eat? Как я вообще, кто мне расскажет и когда, как я научусь нормально есть? So I had that familiar mental obsession that the problem was food. И у меня была вот эта вот очень знакомое, как бы навязчивое мышление, вот эта одержимость, то, что проблема-то она в еде. And of course, these alcoholics have it pretty easy, right? All they have to do is stop drinking. I have to still eat to live. И вот у этих алкоголиков, мне так казалось, у них-то вообще все просто, им просто нужно перестать пить, а мне-то нужно есть, то что с этим-то делать? So, of course, I really had no idea what real alcoholism was. Конечно, я понятия не имела вообще, что такое настоящий алкоголизм. And nor did I have any grasp that what I was doing was anything more than just bad eating habits. И также мне даже в голову не приходило, что то, чем я занималась, это было намного глубже, чем просто какая-то плохая пищевая привычка. And I still had the little angel on the one shoulder and the little devil on the other one, poking it out at each other. И у меня все еще сидели этот ангел и дьявол ангел на одном плече, дьявол на другом, пытаясь друг друга там как-то уколоть и бороться. Now, eventually I took on a service position in my group at OA. В какой-то момент я начала заниматься служением в моей группе в АП. And I fast discovered that I hated it. И я очень быстро обнаружила, что я вообще терпеть ее не могла, я ненавидела этим заниматься. Now, not wanting to look like some kind of an ungrateful jerk, I decided to quit my group instead of letting go of the service position. И чтобы не выглядеть каким-то там сволочью, я вместо того, чтобы отказаться от этого служения, я просто ушла из группы. And then I went into unrestrained eating for a period of 6 years. А затем наступил период совершенно бесконтрольного обжорства в течение 6 лет. And of course, I proceeded to gain a lot of weight. И, соответственно, я набрала очень много веса. It became difficult to walk up a flight of stairs without running out of breath. Actually, I always got out of breath walking up a flight of stairs.
И невозможно было даже подняться один пролет лестницы, чтобы не начать там тяжело дышать. Мгм. My clothes, the seams of my clothes were stretched and sometimes ripping. Швы в моей одежде, они были очень сильно растянуты или даже в некоторых случаях рвались. Мгм. Same thing with my shoes. The seams on my shoes they were coming apart. И даже на обуви швы начинали расходиться. Мгм. And I remember being just angry all the time. И я помню, что я была вот в каком-то злобном состоянии постоянно, то есть 24/7. Мгм. And eventually I thought, I kind of miss that really nice, warm, fuzzy feeling I used to get when I go to OA and read that AA big book. И в какой-то момент я задумалась, да, вот мне нравилось всегда ходить на эти собрания, помню это такое теплое чувство какое-то, и когда когда я ходила на собрание, когда мы читали вот эту большую книгу. So I decided to go back to OA meetings. Так что я решила снова вернуться в АП, на собрание. Мгм. But I didn't feel warm and fuzzy when I got there. Но когда я туда вернулась, я уже не чувствовала вот это какую-то теплоту и душевность. Мгм. And at the time, it's a big heavy sigh. You hear that? That's so common among the compulsive eater. И в тот момент вот вы слышите вот этот вот вздох-то. Это очень-очень как бы распространено среди компульсивных переедающих, эти вздохи. Мгм. Some of the girls that were there were doing this thing called weighing and measuring your food and being sugar and flour free. Некоторые из девушек, которые там были, они занимались такой вещью, как взвешивание и измерение еды и исключение сахара и муки. Мгм. So I'm watching them be thin. Итак, я, значит, смотрю на них, они худые. Мгм. And just wondering, how am I going to get the willingness together to do whatever the heck it is that they're doing? И у себя в голове я думаю, блин, как же мне найти готовность делать то, что они делают? Мгм. So finally one day I'm at an exercise class, and I don't know if you're familiar with step aerobics, but I'm going back and forth over this step in my gym class, watching me in the mirror. И в один прекрасный день я, значит, в спортзале на классе степ-аэробика, где там нужно вставать и наступать на такую подставочку и с нее вниз как бы спускаться. И вот я этим занимаюсь, там туда-сюда, я смотрю на себя в зеркало. Мгм. And I distinctly remember having the thought, my gosh, this looked a lot sexier at 125 pounds than it does at 180. И я смотрю, и как бы, да, это выглядит намного лучше, если бы у меня было вес там 55 килограмм, чем 80. Мгм. So I'm going to call up so-and-so from OA and ask her what in the world she eats. Так что я сейчас позвоню вот этой вот женщине из АП и спрошу у нее, что же она ест. Мгм. Yeah, because she's one of these sugar and flour-free weighing and measuring girls. Потому что она... сейчас, секунду. Потому что это одна из тех девушек, которая делает вот это вот, взвешивает и измеряет. Мгм. So she spent some time on the phone with me, and she described exactly the particular meal plan that she had when she was in a treatment center. И она поговорила со мной, как бы провела со мной какое-то время, да, на телефоне и рассказала мне очень четко свой план питания, который ей дали, когда она была в клинике. Мгм. And she also suggested that I go to a nutritionist. И она также предложила, чтобы я пошла к диетологу. Мгм. And so I did those things. Я так и сделала. Мгм. And what I found is, so long as I could manage the decision to stick to that meal plan, I, in fact, would get this holy grail of being thin. И я поняла и обнаружила, что если у меня хватало как бы сил придерживаться этого плана,
у меня появлялось вот это то, что вот этот вот какая-то прекрасная недостижимая цель — это быть худой. Мгм. And I was able to manage that decision for a long time. И мне удавалось это решение выдерживать достаточно длительное время. То есть мне удавалось быть на этом плане питания. Мгм. What I found, though, after many years, was that really kind of dark, bleak, dissatisfied, despairing feeling came back. Но через какое-то время я обнаружила, что вот это вот ужасное, темное, мрачное, такое блеклое состояние ума, оно возвращалось. Now, I've had that experience where I understood that my last relapse lasted 6 years. Я знала, на тот момент я уже знала, что мой последний срыв длился 6 лет. Мгм. And I also knew how very, very hard I worked to manage a meal plan. Я также знала, сколько мне усилий, сколько труда мне нужно было прилагать, чтобы управлять этим планом питания. Мгм. I felt very convinced that if I were to relapse again, that I wouldn't be able to manage the decision to work a meal plan. Я была уверена, я знала, что если я сорвусь снова, то у меня уже не будет такой возможности снова сесть на план питания. Мгм. And I don't know if it's helpful for anyone to know, but I've literally visited 9 different 12-step fellowships. И вообще, я не знаю, полезно это будет кому-нибудь или нет, но я буквально ходила на собрание 9 разных 12-шаговых программ. Мгм. So I thought that I knew a lot about the 12 steps. И я думала, что я знаю много о 12 шагах. Мгм. But if you were to open up that book and look at the very first page, it's mostly blank. Но если вот вы откроете эту книгу, да, «Анонимные алкоголики», откройте титульную страницу, на которой почти ничего нет, ничего не написано. Мгм. That's about as much as I actually knew about what my real problem was and what the solution would be. И вот примерно вот столько я и знала, да, практически ничего о том, в чем реально состоит моя проблема и в чем реально состоит решение. Мгм. So, what happened is I happened to mention to a friend of mine that I was really feeling pretty bleak. И в какой-то момент я своей подруге сказала, что я как-то себя чувствую вообще как не знаю что, то есть какое-то очень блеклое и безжизненное состояние. Мгм. And I had met over the course of years some people in a city that's near to me who were actually using the big book. И я встретила, за все эти годы я встретила людей, которые жили недалеко от меня, которые действительно использовали большую книгу. Мгм. So I knew that there was something very, very different about the steps themselves and quote unquote working the steps, very different from showing up at meetings and making meetings. И я знала, что работа по шагам это совсем не то, что ходить на собрания. То есть те, кто ходит постоянно на собрания, есть такой термин типа люди, ходящие на собрания. А что шаги это что-то вообще другое. Мгм. Now, I had tried doing things like answering questions out of workbooks. И я пробовала такие вещи, как, например, брать рабочую тетрадь и отвечать на вопросы, которые мне написаны. Мгм. But I was terrible at it. Но и у меня это не очень хорошо все получалось. Мгм. I couldn't understand the questions. Я не могла даже понять, что за вопрос они там написали. Мгм.
So when my friend said to me, Priscilla, I've been listening to some phone meetings, and do you know that there's people that actually work the steps about compulsive overeating out of the AA Big Book? И в какой-то момент мне подруга сказала: ты знаешь, что есть такие телефонные собрания, и есть люди, которые работают, делают шаги для компульсивного переедания именно по большой книге. Мгм. And I said, no way, nobody does that. И я сказала: да ну, вообще никто этого не делает. Мгм. 9 different fellowships, I know what I'm talking about. 9 содружеств, я знаю, о чем я говорю. Мгм. So I thought, well, you know, what can it hurt? I'm gonna call up these meetings and I'm just gonna listen. Я подумала, ну ладно, что это мне не повредит, если я позвоню на одно из этих собраний и послушаю просто. Мгм. And I kept listening, and I was afraid to announce as a newcomer. И я слушала и боялась оставить свой номер как новичок. Мгм. But finally, I did, and I'm glad that I did. Но в какой-то момент я оставила номер телефона свой, и я рада, что я это сделала. Мгм. What was particularly helpful to me was hearing the AA preamble from 1940. Что было особенно мне полезно, произвело на меня большое впечатление, это слышать преамбулу анонимных алкоголиков, которая использовалась в 1940 году. Мгм. Because one of the things that it suggests, it literally says, we suggest that you pay no attention to anything which cannot be reconciled with what is in the AA Big Books. И потому что одно там из предложений было такое, то есть мы предлагаем, они говорят, это предложение, но мы предлагаем, что ты полностью игнорируешь все, что не написано в большой книге. Мгм. And that was a big relief for me because I found a story early on in the book that sounded a lot like my own. И для меня это было очень полезно, потому что в книге была такая история, которая была похожа очень на меня. Мгм. Because there was a story about a guy named Jim who managed to keep himself bone dry for a period of 25 years. Там была история про человека, который не пил вообще полностью 25 лет. Мгм. Yeah, he had an overwhelming desire to have a successful business in his case. У него было непреодолимое желание иметь успешный бизнес, ну, в его случае. Мгм. Now, I had an overwhelming desire to remain thin. А у меня было непреодолимое желание оставаться худой. Мгм. But his problem was that he wound up having this fateful thought that his long period of sobriety was going to enable him to drink like a normal man. Но у него была вот эта вот мысль, очень опасная мысль, которая пришла ему в голову в какой-то момент, что раз он 25 лет не пил, то он сможет пить как нормальный человек. Мгм. And so when he attempted that, he wound up dead inside of 4 years. И когда он это попробовал, то он умер через 4 года. Мгм. Now that caught my attention because I literally had this thought in my head that when I get to be 82 years old, I'm going to eat every damn candy bar they've been coming out with since I started abstaining from sugar. Потому что у меня была в голове такая идея, что когда мне исполнится 82 года, я сожру все вот эти вот батончики, да, которые за эти годы они выпустили. В смысле, сладкие. And by then, who cares what my body looks like? И к тому времени кому какая разница, как выглядит мое тело? Мгм. And maybe I'll just be lucky and just die in a pile of candy wrappers. И может мне повезет, и я просто умру в куче оберток от конфет. So it just really caught my attention that I had that same kind of an ability to have an overwhelming desire stop me for some period of time. Меня просто как бы поразило вот этот факт, что вот это мое сильное-сильное такое решение, оно было способно меня остановить на какое-то время от обжорства. Мгм. So again, listening for similarities, I had the same kind of strange brain as this guy.
И как бы ища то, чем я была похожа на этих людей в книге, у меня было точно такое же вот какое-то странное мышление, как и у этого человека. Мгм. Which said to me that that would mean that since my last relapse was 6 years, I probably wasn't going to come out of another one. И для меня стало очевидно, что так как мой последний срыв длился 6 лет, то из следующего срыва я, скорее всего, не выйду. Мгм. So the short story is that I became convinced that my next relapse would kill me. И мне стало совершенно очевидно, что мой следующий срыв меня просто убьет. Мгм. So I finally announced as a newcomer on some of these meetings. И в конце концов я сказала, я новичок на одном из этих собраний. Мгм. And one day I just asked someone who sounded different to help me. И в один прекрасный день я попросила какого-то человека, которому, ну, как бы в его голосе что-то такое было, да. И я спросила этого человека мне помочь. Мгм. And it meant I had to set aside everything I thought I knew about 12 steps. И это означало, что мне нужно было отложить все свои знания, все, что я думала, что я знала про 12 шагов. Мгм. That's not necessarily easy to do, but I found that if I didn't do that, I wouldn't have an actual experience of the steps. И это было не так просто сделать, потому что я уже очень много знала. Но если бы я этого не сделала, то я не смогла бы испытать именно то, что называется 12 шагами. Мгм. Because it turns out that these steps are something that is intended to be experienced rather than just talked about. Потому что, как выяснилось, шаги — это нечто, что мы должны испытать на собственном опыте, а не то, о чем мы просто сидим и говорим. Мгм. And what happened when I actually followed someone's directions is that I stopped having that bleak feeling. И что произошло? То есть, когда я начала следовать вот этим инструкциям конкретно, то у меня исчезло вот это вот блеклое серое состояние жизни. Мгм. And I wasn't waking up anymore thinking about how much of what, how often, and when do I get to eat. И я больше не просыпалась, думая о том, что сколько, когда, с какой частотой и что я буду есть. Мгм. So what happened is that the mental obsession around trying to control and enjoy my eating literally vanished. И вот это вот навязчивое мышление, эта одержимость тем, как я могу контролировать и наслаждаться своей едой, оно исчезло, это мышление. Мгм. Which is amazing to me. Что для меня это просто как-то уму непостижимо. Мгм. So it also was very helpful to me and a big eye-opener that me running around with my igloo cooler and my weighed and measured meals, I was still withdrawing from life. И для меня было большим открытием, что когда я носилась кругом со своими контейнерами, там, со своей измеренной едой, что я все еще как бы избегала, уходила от жизни. Мгм. If I hadn't gotten to a point where I thought for sure that relapse was imminent, I wouldn't have cared that I was withdrawing from life with my igloo cooler and my weighed and measured food. Мгм. И если бы для меня не стало совершенно очевидно, что мой следующий срыв меня убьет, то я бы так и носилась с этими контейнерами кругом и избегала бы жизни. Мгм. So my first step, my step one, was literally that I was convinced that I was going to die. И мой первый шаг был вот буквально была такая убежденность, что я погибну, я умру. Мгм. And that was the thing that opened up my mind and allowed me to just experience the steps
follow the directions, Prисцилла. И вот эта вещь как раз и открыла мой ум, открыла мне вот эти вот, как бы появилась вот эта непредубежденность, которая мне позволила действительно просто делать то, что мне говорят, то есть следовать инструкциям уже Присцилла. It is impossible to explain a position of neutrality. It is something that has to be experienced. И вот это вот отношение, нейтральное отношение к еде, его невозможно объяснить. Его можно только испытать. But I'm here to tell you that I literally have a position of neutrality. I am no longer afraid of food. I am not afraid of relapse, and I can go anywhere, anytime, be around any ingredient, and it's not a problem. Но я могу вам сказать, что у меня вот эта полная нейтральность по отношению к еде. Я уже не боюсь еды, я не боюсь никуда ходить, не боюсь ничего есть, я не боюсь срыва. И вот так вот оно просто происходит. Yeah. Well, Tatiana, at this point, I've been talking for an hour. Cool. То есть уже мы час тут проговорили. Yeah, our meeting is an hour. Hey, Prисcilla, can I just ask you about your service position? You talked about your service position that you escaped the group. I was the treasurer. That's the service position I hold now. Oh, really? Я ее спросила, говорю, а что насчет этого служения? Она говорит, я говорю, раньше ты же убежала из группы, да, тебе не нравилось? Она говорит, да, блин, я была казначеем, а сейчас я тоже казначей в своей группе. Are you about to escape or what? No, it's not bothering me a bit. Сейчас меня, говорит, это вообще не волнует, и я никуда убегать не собираюсь. Okay. Right. Well, if you have like 5 or 10 minutes, Prисcilla, maybe we can just get some feedback, like what people just Sure. an opportunity to thank you, or Yeah. Окей, ну, в общем, у нас встреча закончилась, но Присцилла есть еще там 5-10 минут, если кто-то хочет сказать спасибо или сказать, что вам понравилось в этой ее истории, пожалуйста. Сейчас есть такая возможность. Hi, Prисcilla. Hello. This is Katrina. I'm a recovered compulsive eater, and I wanted to thank you for your speaking and especially dive with candy. That was hilarious. But I could I could feel you on that one, and thank you for sharing your recovery and giving such hope. Thanks. Thank you. Я, Настя, тоже можно скажу? Спасибо большое за спикерскую. Вообще, мне вспомнилось... Короче, мне очень отозвался момент про то, что когда я буду старая... Блин, я прям забыла про эту мысль. Она у меня, оказывается, тоже очень долго была. То есть она у меня всегда была, что когда... Я даже ходила и завидовала старым женщинам, потому что мне казалось, что, блин, вот они могут есть все, что хотят, потому что, уже как бы все равно. И никто не будет об этом думать. То есть круто. У меня, тоже, короче, такое было, очень отозвалось. Вот. Ну и вообще. Переведу? Да, давай. Yeah, so Anastasia, she says, yeah, thank you for that story about like when I'm old, I'll eat anything, because she said I forgot, but I also had that thought, and I used to go around and envy old women, like, oh, they get to eat whatever they want because they're old now. Да, я завидовала им, прям вот завидовала. I was really envious of them. Yeah. Всем привет, Рима, пищевая зависимая, можно говорить? Давай, Рима. Скажите, я правильно поняла, она больше не взвешивает еду и контейнеры не носит с собой? Спасибо большое, я взрослая или, я не знаю, старость со скольки начинается?
какого возраста? Мне всего 60 лет, и я придерживаюсь, конечно, но вот хотелось бы узнать, как с контейнерами и со взвешиванием. Спасибо. Oh, there's a question. She says, well, I still kind of weigh and measure. I'm 60, but do you weigh and measure? Do you carry containers around? I don't carry well, I pack my lunch to go to work, but that's about as much packing as occurs anymore. Она говорит, нет, конечно. Я, конечно, ношу с собой обед на работу, но это все, что я делаю. То есть больше я не взвешиваю, не измеряю, ничего этим не занимаюсь. Угу. Я Женя, компульсивная передача выздоровления. Можно, да? Давай. Присцилла, спасибо тебе большое за спикерство, огромное спасибо. Вот. Очень меня отозвалось про то, когда ты говорила, что типа меня остановил вот на грани вот то, что второй срыв и что это смертельно. Вот что из второго срыва уже не выйду, да. К сожалению, у меня был этот второй срыв в АП, вот. И это было очень жестко. Я не знаю, это Бог мне помог выйти из этого второго срыва, но это было очень было прям печально все. Вот, так что очень отозвалось в этот момент, и почему-то, когда я была в этом состоянии, я вот не задумалась об этом, а здорово, если бы я задумалась тогда. Спасибо. Да, еще программы у нас не было вашей, у нас как бы, вот, так что вот так. Спасибо. Спасибо. So from Evgenia, she says, yes, thank you for that. That your story that you knew that your second relapse, you're not going to come out of it and that you were going to die. She said, I did have a second relapse in OA and it was just really horrible. And like you were lucky that you actually had that thought. And yeah, so thank you for that story. Oh, and also we didn't have that big book program yet, at that time when she relapsed the second time. Yeah. Привет. Можно я скажу, Наталья? Компульсивные, выздоровевшие компульсивные передачи. Спасибо, Присцилла, правда, классно. Насколько отозвалось то, что насколько мы все разные и все одинаковые в нашей болезни. Вот, просто слушаешь человека и понимаешь, что да, у меня было все то же самое, один в один там. Идешь мимо зеркала, когда ты в состоянии похудевшем, и заглядываешь в каждое зеркало. А когда ты толстеешь обратно, ты уже стараешься вообще не смотреть на себя. Вот. И на самом деле вот это состояние, когда его невозможно объяснить, когда выздоравливаешь, да, как это отношение к еде нормальное, да, вообще здравомыслие. Невозможно объяснить это действительно, когда это приходит, это, когда переживаешь это действительно вот, объяснить невозможно, это надо пережить. Вот. Спасибо большое, очень понравилось, классно. Спасибо. Yeah, Natalia says, thank you for that. Like, we're all slightly different, but we're also all the same. And that story about looking in the mirror when you're thinner, you're like, yeah, look at me. And then not avoiding mirrors at all when you're getting fat again. And also that state of recovery, that state of neutrality around food, that it's impossible to explain it, that you just have to experience it. So thank you. Mm-hmm. And I would have to say that the only way that it was possible for me to experience that was to actually go through, be taken through the 12 steps and just follow the directions. And just pay attention, Priscilla, follow the directions, because there's lots to be learned about ourselves and how it is we have this way of balking at things and trying to tweak the recipe. Mm-hmm. И она говорит, да, единственным способом, которым можно было это испытать, вот эта нейтральность к еде, это вот просто тупо взять книгу и тупо делать все инструкции, то есть следуй всем инструкциям, потому что у нас же есть всегда это вот как бы желание, типа, ой, это я делать не буду, ой, это мне не нравится. А тут нужно именно выполнять все, что там написано. Mm-hmm. Okay, well, I think it's time to close. It's about 10 minutes after the hour. So thank you so much, Prисcilla. This was very helpful for us. And yeah. Thank you. I hope so. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Thank you for all your work translating too. That's a lot. It's a lot. Yeah, sure. Окей, ладно, всем большой привет, всем спасибо. Спасибо. Мы заканчиваем. Oh, we need to pray.
Давайте помолимся. Включите, пожалуйста, микрофон, если хотите. Скажем молитву о душевном покое. We're just gonna say this strange prayer. Боже, дай мне разум, душевный покой, принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, Присцилла. Спасибо, Татьяна. Тань, спасибо за перевод. Присцилла, спасибо еще раз. Спасибо за перевод, Татьяна.